Всем привет, с вами снова Лёша, и сегодня у нас в поп-мьюзике время новинок. Прямиком с музыкальной выставки NAMM 2016 к нам пожаловали два таких вот аудиоинтерфейса фирмы M-Audio. Это M-Track 2X2M, это старшая модель, а также ее младшая сестричка, это M-Audio M-Track 2X2, без маркировки M. Посмотрим. Поглядим на комплектуху и посмотрим на цвета проводочков. Мы разложили на столе сразу два комплекта. Итак, это карточка с маркировкой M, это карточка без маркировки M. Собственно, единственное отличие как раз в карточках, остальное все вполне похоже у них. Это руководство с ключиками, о них чуть-чуть попозже поговорим, и вот такие вот проводочки. В каждой карте идут по два провода. Это USB обычный стандартный разъем, который у вас есть в компьютере, на Type-C, а также еще один проводочек Type-C на Type-C. Если у вас предусмотрен такой разъем в компьютере, то, возможно, он даст какой-то прирост даже в скорости. Вот. Я не знаю. По поводу ключей, здесь стандартно приложены кубейсовские ключи, Cubase LE, то есть версия урезанная, никто вам полную версию туда не положит, понимаете это сразу. Поэтому почему бы и нет, у вас будет Cubase хоть какой-то при покупке вот этих карт. Также даются ключи каких-то VST-плагинов, за их качество я точно сказать не смогу, но факт есть факт, есть какой-то даже MIDI-инструмент, эмулирующий пианинку. В общем-то и все. В принципе, плюшек много, но нас же интересуют не плюшки, нас же плюшками не купить. Нас интересуют сами карточки, о которых у нас сейчас и пойдет речь. Пробежимся по органам управления и разъемам на девайсах. Начнем с младшей модели без маркировки M. Начнем с входных разъемов, и поэтому с задней панели карты. Один комбо-вход первого канала, можно подключать и джеки, и XLR. Стереовыход Mine для мониторов на двух джеках. Выход под USB Type-C и замок Kensington. Верхняя часть карты. Усиление первого и второго канала. Раздельная индикация уровней и перегруза для двух каналов. Самая большая крутилка, естественно, от усилителя выходного. Регулятор баланса сигнала, поступающего на вход карты извне к сигналу, идущему с компьютера по USB-шине. Полезная вещь, при записи инструмента можно одной ручкой настроить для себя комфортный мониторинг. Здесь же регулятор усиления под ушки, Power нажимной, индикация питания и фантома. А спереди на тушке имеются вход типа джек, это уже второй канал под гитары и динамические микросы. Фантом на 48 вольт для конденсаторных микрофонов. И выход подушки. Теперь давайте взглянем на старшую модель. Отличия не особо существенные. Во-первых, задняя панель. Теперь тут два комбо-входа вместо одного. И ко всему прочему добавились MIDI in и out для подключения синтов, сэмплеров и всякой периферии, управляемой по MIDI-шине. Изменение верхней части вполне логично. Добавилась индикация состояния MIDI. И спереди теперь. Два входа типа джек вместо одного. Замечу, что эти разъемы дублируют те, что находятся сзади. Так удобнее. Захотел записать гитарку, воткнулся, и лезть никуда, собственно, не надо. Сейчас немного характеристик, и там они совершенно одинаковые. По записи, ЦАПу и АЦП дела обстоят прекрасно. Карты выдают 24 бит на 192 кГц звукового звучания. Запись и воспроизведение можно осуществлять, достигая динамики до 104 дБ. Диапазон регулировки усиления входного 55 дБ. Карточка отлично дружит с ASIO, так что о мороке с драйверами можно забыть навсегда. Вот и настало долгожданное время тестов. В тестах мы будем использовать старшую модель. Давайте посмотрим и послушаем, естественно, работу карточки M-Audio. Мы сейчас работаем на M-карте, то есть M-Audio 2X2M. Пишется у нас вокал, голос, и пишется гитара в две раздельные линии. То есть вот у нас гитара, что я вам говорил, кстати, можно включать спереди, и этот разъем, он дублирует разъем сзади, который находится гитарный. А также пишется голос у нас воткнут сзади во второй канал. Пишется все это
раздельно, поэтому на этапе обработки мы сможем накладывать эффекты отдельно на гитару, которая пишется в линию, а также накладывать эффекты на voice. Ну, послушаем гитару. Как-то так. Как итог, M-Audio M-Track 2X2 вполне себе хорошие варианты для работы на дому. Карты выдают полноценные 24 бит на 192 кГц, то есть характеристики, сопоставимые с характеристиками стандартных студийных моделей. Стоит упомянуть о цене. Это $99 для младшей и $149 для модели с маркировкой M. Стоит ли переплата в $50 за MIDI, не знаю. Тут опять же смотрите по своим потребностям, ну и денежным возможностям. Ну, а на сегодня все. Всем пока!